Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Extra Utilities на версии 1.12.2. Сегодня поговорим про механизмы. Значит, в этой модификации добавляются свои механизмы. Так, давайте с первых начнем. Это, значит, вот это и вот это. Так, первые два механизма, по сути, являются значит, механизмами для автоматического крафта. Между ними, разница, как я понимаю, только в том, что один из них может улучшаться с помощью апгрейдов на скорость, а другой нет. Вот крафтятся они практически одинаково. Вот такой здесь крафт, такой вот здесь крафт, да. И, собственно, задача просто автоматически крафтить из предметов, которые мы сюда подаем. Давайте, допустим, возьмем дуб, да, кладем сюда рецепт, сюда, получается, на вход подаем ингредиенты для крафта, на выходе забираем уже результат. То есть все это, естественно, можно с трубами автоматизировать. Вот, еще интересная такая визуализация получается. У меня, видимо, либо из текстур пака, либо из шейдеров, как бы, какие-то баги. Ну, здесь самая примитивная система вот такая. Вот. Ну, то есть, если вам интересны такие вот автокрафты, да, как вот, например, были в билдкрафте, такие тоже верстаки с автокрафтом, вот можете рассмотреть такие вот механизмы. Так, следующее это Mechanical User и Mechanical Miner. Значит, первый из них способен устанавливать блоки, либо там выполнять действия с, ну, как мы мышкой, да, там делаем клики, чем-то напоминает, собственно, из ванилы механизма раздатчик и выбрасыватель. То есть, скорее всего, даже какая-то комбинация их. Ну, вот, например, возьмем какой-нибудь блок, да. Так, попробуем сейчас его, так, генерир, так, попробуем так. Вот, place блок, например, ставим, да, он поставил. А майнер, соответственно, ровно наоборот, просто ломает блоки перед собой. Здесь можно какую-нибудь книжку на очарование поставить, например, там на шелк, да, или на удачу. Это может быть интересно, например, когда вы накопали руды, да, здесь вот у вас на шелк стоит книга, поставили, раз, и он у вас тут, короче, будет руду там алмазную превращать в алмазы, там, с удачей, да, либо там, например, гравий можно сюда поставить, гравий будет ломаться, и у вас там на выходе с каким-то шансом будет получаться кремний, такая замкнутая система. Ну, я полагаю, что на серверах, скорее всего, такая штука будет запрещена, а если вы где-то в одиночке играете, то почему бы и нет? Вот. Ну, чем-то еще напоминает, знаете, плоскости формирования и истребления в Applied Energetics. Вот, либо же какие-то действия там, не знаю, выполнять как мышкой, тоже может быть интересно. Так, далее. Значит, далее у нас идут крашер, это дробилка, энчантер. Ну, давайте еще ферны сразу возьмем. Крашер, значит, ну, это просто дробилка, соответственно, в этом моде тоже добавляется свой дробитель. Можно использовать, да, работает он на RF энергии. И, собственно, тоже тут есть слот под апгрейды. Крафт у него вроде не такой уж сильно сложный, да, то есть можно использовать как аналог, допустим, дробилки из Industrial Craft или там из Ender.io. Так, далее, значит, уже рассматривал предыдущей серии такой энчантер, еще раз поговорим про него. Значит, чтобы он работал, во-первых, вокруг него нужно книжки поставить, книжные полки, либо эти самые, из материалов. Сейчас, если у меня здесь остались еще, ну, такие Enchanted Book, Enchanted, сейчас посмотрим, как называется. Вот такие вот Magical Wood, вот. То есть можно расставить вокруг него. Их чуть меньше требуется, чем вот видите, сейчас пошла визуализация, значит они могут работать. Все, ну и дальше, соответственно, вот такие возможные крафты. Вот, в основном все из этого мода идет, ну и какие-то зачарования можно делать, автоматизировать. Ну, то есть интересно будет еще с точки зрения, вот если вы хотите сделать какое-то автоматическое зачарование вещей, ну, а вдруг. Так, следующий механизм, это печка, Furnace. Вот, ну, собственно, работает как обычная печь, да, тоже как аналог, допустим, печкам там из Industrial Craft, из Ender.io и так далее. Просто, соответственно, работает на RF энергии и плавит вещи. Так, далее. Далее у нас сканер. Так, ну его функция заключается в том, что он сканирует блоки перед собой и выдает сигнал красного камня, если выполняется определенные условия. Ну, например, поставим землю, да, вот, говорим, что вот отсканируй, и мы можем задать какие-то условия. Допустим, сказать, что вот если снег, допустим, да, там падает, что он дает сигнал красного камня, что-нибудь, например, происходит. Либо, не знаю, там земля вырастет, на нем тоже сигнал красного камня дает. Ну, выглядит достаточно бесполезно. Единственное такое применение, которое я бы мог найти полезное. Вот кто любит такие фермы, да, там, если не хочешь, например, фермы из Ender.io использовать по какой-то причине, да, то можно, например, попробовать автоматизировать вот сбор пшеницы, да, задаем, все, выставляем там, например, 7 уровень. Вот, и, допустим, при 7 уровне, да, вот эта пшеница будет срабатывать сигнал красного камня, и, например, там поршень толкает, да, сбивает, соответственно, пшеницу. Ну, что-то в таком роде. Можно попробовать заморочиться, если вам такое интересно. Так, следующий механизм, это такой Power Manager, ну, скорее, просто нужно для того, чтобы понять, сколько у вас там грид энергии сейчас производится, да, со всех генераторов GP энергия. И здесь еще появляется, как бы, тоже, если предметы какие-то расходуют, да, там тоже энчант, давайте еще раз попробуем поставить, где у нас он тут был, он же, по идее, расходует, да. Так, сейчас он не расходует. Если бы, может, какой-нибудь выставим рецепт, попробуем. По идее, он должен потреблять, ну или какой-то механизм, в общем, который потребляет GP-энергию. Здесь вот они будут отображаться. Ну, то есть это такой инструмент для контроля, как бы, сколько у вас GP-энергии в системе находится, сколько вы сейчас расходуете. Так, далее. Такой вот скрин. Как я понял, значит, эта штука, вот она может собираться в такую вот структурку. Дает возможность вам, вот на этот сайт, если вы загрузите какую-то картинку, да, тут, вот там как-нибудь обзовете, вы можете эту картинку сюда прогрузить, попробовать. Вот, допустим, на этот сайт зашли, прогрузили эту картинку, готово, и, по идее, там что-то появится у вас. Вот, ну или что-то в таком духе. Можете попробовать, да, если хотите там что-то подсвечивать. Так, еще у нас осталось, соответственно, такой беспроводной способ передачи RF-энергии и такая вот заряжалка, такое топливо. Это интересно, особенно, например, для печек каких-нибудь или механизмов, которые, опять же, на RF работают. Давайте возьмем даже обычную печку из ванила, поставим такой вот нагреватель сюда. Давайте запитаем.
Значит, это у нас устройство. Это у нас RF-батарейка. То есть мы должны к ней подавать энергию, и дальше она может превращать ее в беспроводную RF-энергию. Чтобы ее передавать, вам потребуется такой вот трансмиттер. Устанавливаем где-нибудь. По идее, он работает в любой точке мира. Опять же, при условии, что у вас прогрузка идет в этом чанке. То есть установили, и в радиусе примерно 16 блоков, если не ошибаюсь, у вас механизмы будут запитываться от RF-энергии. Вот, допустим, попробуем еще раз эту штуку. Сейчас вот, что-нибудь можем пожарить, например. Ну вот, пожалуйста, работает, да? Все. Вот такой вот способ, допустим, беспроводной передачи RF-энергии, если вам интересно. Ну, на этом, пожалуй, все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Жду вас в следующих сериях. Пока.